Всем привет! В этом видео я расскажу, как установить программу Digital Photo Professional версия 4. Это фирменный RAW-конвертер от производителя фотокамер Canon. И я уже слышу, как вы говорите: «Эй, чувак, зачем нам нужна виндовая программа, ведь в Linux есть так много классных RAW-конвертеров». Я пробовал все эти RAW-конвертеры, и у меня не получалось добиться от сторонних RAW-конвертеров того, что в Digital Photo Professional у меня получалось буквально парой кликов. И хотя установка не очень простая, но поверьте, оно того стоит. Итак, прежде всего у вас должен быть установлен Vine, а также у вас должен быть установлен Vinetrix. Это такой специальный скрипт, который позволяет устанавливать разные дополнительные компоненты, которые необходимы для работы Windows программ. Потому что не все программы могут работать в чистом Vine без дополнительных компонентов. В данном случае Digital Photo Professional 4 версии в чистом Vine работать не будет. Поэтому нужно установить дополнительные компоненты. Собственно, сначала мы сейчас и займемся установкой этих самых дополнительных компонентов. Так как у программы Vine, скажем так, не очень развитый графический интерфейс, придется пользоваться консолью. Я не люблю пользоваться консолью, но все-таки иногда консоль нужна, поэтому мы сегодня воспользуемся консолью. Кстати, даже в Windows иногда приходится открывать командную строку, вбивать ручками специальные команды, чтобы что-то сделать. Так что ничего страшного в этом нет. Итак, я приготовил здесь текстовый файл. Здесь, можно сказать, такие 3 списка необходимых действий. Первый список — это необходимые команды. Второй список — это некоторые действия, которые чуть позже я поясню. И третий список тоже необходимых действий, которые нужны для запуска программы Digital Photo Professional. Значит, консоль. Консоль нужно открыть от обычного пользователя. Никаких суперпользователей, суда и тому подобное нельзя. Vine нужно использовать только под обычным пользователем. Мы так сейчас и будем делать. Итак, чтобы установить программу Digital Photo Professional, нельзя просто запустить установочный файл, как это с некоторыми программами прокатывает, потому что нужно устанавливать специальный Vine префикс 64-битный. Потому что по умолчанию, если мы просто запустим какую-то Windows программу двойным щелчком, то автоматически эта программа установится в 32-битный Vine префикс. А нам это не надо, нам нужно 64-битный. Поэтому будут специальные команды. Собственно, эти команды как раз и создают этот префикс, и при помощи Vinetrix устанавливают необходимые компоненты. Итак, первая команда. Эта команда сразу же создаст этот префикс и в него же начнет устанавливать компоненты. Итак, нажимаем Enter и ждем. То есть мы видим, что создается Vine префикс, скачивается нужный компонент. Процесс этот не быстрый, так как компонентам нужно скачаться, установиться. Но чтобы вам было не скучно, я ускорю этот процесс. Но на самом деле занимает он довольно много времени. Следующий компонент. И так все компоненты нужно установить. Снова нажимаем Enter. Некоторые компоненты после скачивания устанавливаются как вполне обычные Windows программы. То есть обычный диалог установки. Нужно нажать Install. Следующий пункт нужно очень внимательно. Здесь то, что в скобках, то есть это не команда, это то, что нужно, собственно, сделать. И команда, вот она в начале. Эта команда запускает скрипт Vinetrix, и там уже нужно выполнить определенные действия. У него есть графический интерфейс, это очень удобно. Итак, использовать префикс по умолчанию, то есть тот префикс, в котором мы сейчас запустили этот Vinetrix. Нажимаем ОК. И теперь у нас здесь есть целый такой список. Мы можем выбрать здесь нужные нам пункты. Итак, что нам здесь нужно? Нужно установить Core Fonts, шрифт Tahoma и включить сглаживание RGB. Нам нужен пункт «Установить шрифты». Нажимаем ОК. И вот теперь список того, что мы здесь можем установить. Значит, нам нужен Core Fonts и также Tahoma. Где-то здесь он есть. Tahoma. Также включить сглаживание. Но сглаживание включается не здесь, в другом подменю, поэтому сначала выполняем эти команды. Здесь, к сожалению, выйдет очень много предупреждений. Нужно просто нажимать ОК.
потому что, поделать с этими предупреждениями мы пока что ничего не можем. Итак, мы снова вернулись в предыдущее меню, и здесь нужно выбрать «Поменять настройки». И именно здесь можно, собственно, изменить сглаживание, которое будет применено. Наверное, вот этот пункт. Все. Теперь нужно нажать «Отмена» несколько раз и, собственно, выйти. И последний пункт в этом списке: нужно запустить утилиту настройки Wine, чтобы немножко изменить там настройки. Но опять-таки нужно запускать ее с этим же префиксом, в который мы сейчас устанавливали компоненты. То есть нужно скопировать вот эту команду и еще раз вставить и выполнить ее. Эти настройки именно вот этого Wine префикса, который мы сейчас создали. Прежде всего здесь нужно выбрать версию Windows. Здесь по умолчанию стоит Windows 7. Нужно выбрать либо Windows 8.1, либо Windows 10. Можно Windows 10 выбрать. Должно работать нормально. Нажимаем «Применить». Также здесь можно некоторые настройки изменить. Я часто здесь изменяю размер шрифта, потому что он мелкий очень. Мельче, чем у меня стандартный шрифт. Но сейчас я не буду это делать. Это уже, если хотите, вы сами можете здесь поиграться с этими настройками. Здесь много чего, даже темы можно установить, какие-то свои. Теперь можно нажать «Ок». И кажется, что вот сейчас можно установить Digital Photo Professional версия 4, но, к сожалению, установить не получится. Даже я вам сейчас могу это продемонстрировать. Если попытаться запустить установку, для того, чтобы запустить в этом Wine префиксе, то есть опять нужна команда вот эта. У меня есть вот он дистрибутив здесь приготовлен. И если нажать Enter, то должна начаться установка Digital Photo Professional. Но, к сожалению, этого не происходит. Появляется вот такое сообщение: для программы установки требуются права администратора. К сожалению, я не знаю, что можно с этим сделать. Если у вас есть какие-то идеи, можете писать, конечно, в комментариях, но я основательно так покопался в интернете на разных форумах, посвященных Вайну и конкретно этой проблеме, но что-то я решения не нашел. Поэтому мы будем использовать обходной маневр. Он, конечно, не очень красивый, скажем так, не Linux Way, но по-другому, к сожалению, никак. Для того, чтобы установить Digital Photo Professional в этот префикс Wine, мы скопируем все установочные файлы Digital Photo Professional из Windows. Для этого нужно установить Digital Photo Professional в Windows. После этого скопировать файлы в Wine. Если у вас есть компьютер с Windows, вы можете воспользоваться компьютером. Так как у меня нет на компьютере установленного Windows, я воспользуюсь VirtualBox. Здесь у меня установлен Windows 10. Как видите, установлен Digital Photo Professional. Это такая одна из последних версий. Итак, что нам нужно скопировать? Это написано в втором списке. Нужно скопировать 3 папки из Windows. Итак, открываем проводник. Диск C. Что нам здесь нужно? Нам нужно из Program Files папку Canon скопировать, из Program Files x86 тоже папку Canon. Итак, Program Files папку Canon. Щелкаем правой кнопкой на этой папке. В контекстном меню выбираем пункт «Отправить», и здесь есть такой сжатая zip папка. Нажимаем. Windows нам ответит, что здесь нельзя, но можно на рабочий стол. Соглашаемся. Нам, собственно, и нужно на рабочий стол. Так, чтобы потом не перепутать, нам нужно будет эти папки назвать правильно. Так, чтобы не перепутать, этот архив переименовываем. Следующий Program Files x86. То же самое. Правой кнопкой «Отправить», сжатая zip папка. То же самое нас Windows спрашивает, мы соглашаемся. И уже этот архив называем Program Files x86. Также переименовываем этот архив. И третий там был еще Program Data Canon INC IC. Так, возвращаемся. Program Data. Кстати, возможно, чтобы сюда попасть, нужно будет включить показ скрытых файлов в Windows. Если вы не знаете, как это сделать, погуглите. Сейчас я не буду это рассказывать. Program Data Canon INC IC. Точно так же. Отправить сжатая zip папка. Она уже здесь создается. Но это ничего страшного, потому что нас такой вариант тоже устраивает. Переместить недолго на рабочий стол. И еще кое-что нам нужно будет скопировать. Нужно будет скопировать ярлык, запускающий, собственно, эту программу. Но он тут рядышком, поэтому с ним проблем быть не должно.
Дальше, прежде чем копировать все это в Wine, нужно еще кое-что сделать. Это уже чуть-чуть посложнее. Здесь есть третий список, это ключи реестра. Их тут 5 штук. Это не очень сложно, но процедура такая. Нужно прежде всего запустить редактор реестра. Программа называется RecEdit, если вы не знаете. И здесь, в принципе, можно вручную их найти. Их не так много. Значит, первый нам нужен Key-Local Machine, Software, Canon, INC, IC. Software, и вот он, Canon, INC, IC. Нужно нажать правой кнопкой и выбрать пункт «Экспортировать». Выбираем рабочий стол, называем файл как-нибудь, неважно как, например, 001. Сохранить. Вот он, создался у нас первый файл. Следующий. Теперь вот это вот нужно скопировать на флешку. Итак, я перенес все файлы в Linux. Теперь мне нужно эти файлы переместить в Wine префикс, который мы только что создали и полностью настроили. Для этого нужно открыть вот эту папку. Это домашний каталог. Так как это скрытый, мы видим, что здесь с точкой начала, можно прямо здесь его и ввести. И вот здесь он предлагает нам уже несколько вариантов. Мы находим нужный нам, вот Win64, подчеркивание DPP. И нажимаем Enter. Собственно, вот он, наш созданный префикс. Здесь есть Drive C, собственно, это диск C. Если сюда зайти, мы здесь видим Program Files x86, Program Data, собственно, то, что нам и нужно. Итак, Program Files. Заходим, здесь еще пока ничего нету. Открываем вот этот архив и прямо из него копируем сюда содержимое. Следующий пункт это Program Files x86. Открываем следующий архив, точно так же. И Program Data. Все. Следующий пункт нам нужно скопировать вот этот вот ярлык. Для запуска его нужно скопировать на рабочий стол. Но рабочий стол не вот этот, а рабочий стол префикса Wine. Для этого нужно зайти Users, Public и Desktop. И скопировать сюда ярлык. Дальше нужно применить все вот эти вот ключи реестра, которые мы скопировали, нужно применить к данному Wine префиксу. Это можно сделать точно так же, как мы настраивали при помощи WineTricks. То есть мы выбираем снова эту же команду, вот эту же команду для запуска WineTricks. Запускаем его, выбираем использовать префикс по умолчанию. И здесь можно запустить редактор реестра. Выбираем запустить его. И, собственно, вот редактор реестра нашего Wine префикса, который мы только что настроили. Здесь нам нужно реестр, импортировать файл реестра. Но, к сожалению, здесь можно только по одному. И вот таким вот образом по очереди импортировать все ключи реестра, которые у нас тут есть. Собственно, на этом все. Теперь полностью установлена программа Digital Photo Professional версия 4, но для запуска мне проще, у меня уже есть готовый ярлык на рабочем столе, я могу запустить, но у вас ярлыка не будет, так как он создается автоматически при установке программы, но так как установки у нас не было, придется создать его вручную. И я могу показать вам команду, при помощи которой можно запустить Digital Photo Professional. Также эту команду можно вставить использовать при создании ярлыка. Вот такая команда, здесь указано имя пользователя мое, но вы здесь должны указать свое имя пользователя, да и вообще путь, потому что вдруг у вас будет другой путь. Можно, кстати, выбрать другой путь при установке. В общем, путь должен быть правильный. Если теперь нажать Enter, то запустится, собственно, программа Digital Photo Professional. Она практически полностью функциональна, за некоторыми исключениями. Я сейчас покажу. Вот это окно можно не обращать на него внимания. Здесь всякие дополнительные информации можете потом почитать, если захотите. Я его просто закрою. И теперь я покажу, что эта программа работает. Или даже больше я покажу, что в ней не работает, потому что в основном все работает. Итак, я приготовил здесь несколько RAW файлов. Специально приготовил с разных камер, старых, новых, это мы убираем. Итак, значит, фильтры работают, то здесь можно выбирать.
то, что вам нужно, но я этим не пользуюсь, поэтому уберем. Итак, не работает. Удаленная съемка. Но она не работает, потому что не установлена EOS-утилита. Не знаю, может быть, если установить, удаленная съемка заработает. Не пробовал, мне это как-то не нужно. Но если вам интересно, пробуйте. Значит, быстрая проверка работает, то есть здесь все работает. Можно ставить галочки, звездочки, тут еще какие-то настройки. Самое главное, что работает, это работает редактор изображений. То есть вот эта основная функция, для меня это самая главная функция. Здесь все работает, панели инструментов тоже все работает. Здесь можно все вот эти настройки можно настраивать, гистограммы, все отображается, все классно. Теперь, что здесь не работает? Есть здесь инструмент коррекции объективов, и в этом инструменте есть функция цифровая оптимизация объектива. Но для того, чтобы она работала, нужно скачать данные объективов. Здесь сейчас ничего не скачано. Чтобы скачать, нужно нажать вот эту кнопочку. И если нажать, появляется окно и сразу же ошибка. В этом окне должен появиться список объективов, и их можно выбирать, чтобы скачать их данные. Но списка нет. Из-за ошибки я пытался исправить эту ошибку, но у меня ничего не получилось. Но на самом деле можно данные объективов установить в эту программу. Ну, собственно, тем же самым способом, которым мы с вами сейчас установили эту программу Wine. То есть в Windows скачать необходимые объективы и перенести их в Wine. Печать. Ну, я не знаю, я не пробовал. То есть окно появляется, что-то тут даже можно выбрать принтер. Тут даже мой принтер выбран. Но я обычно не печатаю из этой программы, я печатаю из других программ, поэтому не знаю, может работает хорошо функция, может не очень. Еще из важного в настройках управление цветом. Управление цветом здесь работает, то есть вы можете выбрать здесь профиль какой-то, либо даже свой профиль установить. Это все работает. Это с таких из главных. Значит, сохранение. Сохранение работает как пакетное, то есть сразу несколько файлов можно выбрать. Здесь какие-то настройки настроить. Работает также и один файл, если выбрать. Другой диалог открывается, но тоже сохранение работает. Возможно, не будут работать функции, которые работают при помощи нейросетей. Еще там чего-то сейчас их добавляют активно очень. Не знаю, не пробовал. И тут они как-то не очень. Ну, тут нужно что-то скачивать. А здесь вот их... По-моему, здесь что-то должно быть, какие-то функции, я не помню. Но вот эти функции более-менее все должны работать, как мне кажется. Но опять-таки у меня нету фотоаппарата, который бы мог снимать вот эти вот HDR, Dual Pixel RAW и тому подобное. Но композиция, то, что вот у меня есть композиция, открывается. Здесь тоже можно выбрать, настроить что-то. То есть это работает. То есть можно сказать, что все функции, ну основные, по крайней мере, функции этой программы работают и вполне можно пользоваться этим. Да, программа немножко медленно работает, то есть если вот прокрутка, особенно как-то так скачками, но на самом деле она и в Windows работает медленно, здесь, наверное, еще медленнее, но лично мне это не мешает, потому что, ну, результат того стоит. Как я уже сказал в начале, ни один RAW-конвертер, который можно установить в Linux, да и не только в Linux, меня не устраивал. А в этой программе, даже несмотря на то, что она работает довольно медленно, я могу быстро и легко получить тот результат, который мне устраивает. Да уж, установка не из самых простых. Но программа работает хорошо, результат выдает отличный, поэтому все супер. Кстати, если вы найдете какие-то проблемы, какие-то глюки в этой программе, можете писать в комментариях. Ну и для тех, кто захочет это повторить, полностью весь текст этого текстового файла, всех команд, инструкций будет в описании. Так что можете скопировать его и воспользоваться. Ну а у меня на этом все. Всем пока.